Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома, и с вами, как всегда, Вадим. Сегодняшний рецепт я делаю по заказу моей подписчицы Валентина65. Тебе привет большой от меня. Сегодня я для вас приготовлю очень классный рецепт: яблочный соус аджика на зиму. Значит, здесь у меня болгарский сладкий перец, острый перец, чеснок и яблоки. Яблоки для этого рецепта можно брать как кислые, так кисло-сладкие и сладкие. Потом мы все отрегулируем благодаря сахару. Значит, сейчас я почищу перец болгарский от семян и острый перец, а яблоки я вырежу сердцевину. Шкурку снимать я не буду. Подготовил я все ингредиенты, все порезал, почистил. Значит, по весу. Чистый вес яблок и перца совпадает ровно по 1,5 килограмма. Чеснока у меня здесь 200 грамм. Острый перец берите по вкусу. Измельчать все я буду с помощью мясорубки. Добавляем без разницы яблоки и перец и чеснок, все вперемешку, так как в результате нам все равно это надо будет перемешать. Решетку я для этого использую мелкую. Все ингредиенты я уже измельчил. Для этого рецепта используйте посуду с толстым дном. Теперь я на эту массу добавляю 2 столовые ложки соли без верха. Вот я вам сейчас показываю. Добавляю теперь сюда сахар. Так как у меня используются яблоки сладкие, я добавляю 100 грамм. Если кисло-сладкие, 150 грамм. Если кислые, то 200 грамм сахара. И теперь я вам предлагаю в этом видео сразу 3 варианта приготовления этого блюда. Сейчас можно все это перемешать, добавить полстакана 9% уксуса и разложить по стерилизованным банкам и убрать в холодильник. Такая консервация будет храниться у вас в холодильнике ровно 3 месяца. То есть этот рецепт можно использовать без варки. Я же хочу сегодня предложить вам вариант на зиму. Для этого я буду это все варить. Но для этого я хочу добавить еще специи для лучшего вкуса. И специи я буду использовать обязательно кориандр молотый. Здесь ровно 15 грамм. Вот 15 грамм я и добавляю. Если в ложках, то это 3 чайные ложки. Также буду использовать приправу уцхо-сунели. Уцхо-сунели и хмели-сунели надо добавлять аккуратно. На эту массу я добавлю 1 чайную ложку, так как эта специя может перебить вкус и яблок, и перца, и кориандра. Теперь все перемешиваем и отправляем на газ-плиту. У меня яблочный соус аджика закипел. Варить я вам советую все время под закрытой крышкой. На этом этапе обязательно попробуйте на вкус, и если вам не хватает соли или сахара, то обязательно добавьте по вашему вкусу. Готовится яблочный соус аджика с момента закипания 25-30 минут. У меня прошло 25 минут, и теперь я вам предлагаю второй вариант. Сейчас можно добавить 2 столовые ложки 9% уксуса и раскладывать по банкам. Я вам покажу еще один вариант. Теперь берем погружной блендер и превращаем все это в однородную массу, чтобы получился настоящий соус аджика. И хорошенько сейчас пробиваем, измельчаем все это погружным блендером. В итоге у нас получилось вот такое вот пюре, то есть яблочный соус аджика, настоящий уже соус. И теперь я отправляю казан снова на газ-плиту и доведу до кипения. Яблочный соус у меня закипел, огонь держим минимальный. И обязательно под закрытой крышкой. Как видите, очень сильно булькает, может вас обжечь. Варил я еще ровно 5 минут, теперь выключил газ и только после этого открыл крышку. И теперь я сюда добавляю 2 столовые ложки 9% уксуса. Все перемешиваю и можно разливать по банкам. Яблочный соус аджика у меня готов. Банки я, как всегда, помыл с содой, простерилизовал их и крышки, а посуду, которой я пользуюсь, я всегда обдаю кипятком. И заполняем теперь нашим соусом, очень вкусным, на зиму. Банки до самого верха накрываем крышками и закатываем.
На выходе у меня получилось ровно 2,5 литра этого прекрасного соуса. И немножко осталось в пиале покушать сейчас. Теперь переворачиваем на крышки, укутывать не обязательно. И убираем в погреб на хранение. Зимой достаем и наслаждаемся очень вкусным соусом. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.